Приветствую всех, вы видите и слышите сэра Холмса, и мы продолжим сегодня прохождение Tamriel Rebuild Morrowind. Нахожусь я в Алмастире или в Альмастире. Здесь у нас есть прекрасный ординатор, и вроде бы это уникальные фразы. Мне кажется, они что-то знают. Да? Вроде бы таких фраз не было в оригинальном Morrowind'е. Вот, в общем, это такой квартал торговый, я так понимаю. И здесь есть торговка книгами, которая... Я думал, ты чужестранка, нет? Вроде как про нее говорили, что она чужестранка, но, может, я что-то не так понял. В общем, рекомендовали обратиться к ней, типа, у нее может быть какой-то совет ко мне. Добро пожаловать в мой магазин, чужестранец. Оглянись, ты здесь найдешь самую большую коллекцию книг в Антирине. И пока ты здесь, возможно, ты мог бы помочь мне развенчать кое-какую неправдоподобную, ну, это, видимо, что-то типа клеветы. Ну-ка, расскажи подробнее, что такое. Мой хороший друг сказал, что ординаторы собираются обыскать мой магазин на предмет еретических книг. О, интересно. Я уверена, что это часть заговора против меня. Почему ты так думаешь? Видишь ли, у меня есть соперник, если его так можно называть. Он путешествующий продавец книгами. Предлагает свои товары богачам Хлаалу, рабовладельцам за рекой. С тех пор, как он только появился в Альмастире, он недобро поглядывает на мой магазин или наблюдает за моим магазином. Я подозреваю, что он приложил свою руку в этом расследовании. Если это правда, как я могу тебе помочь? Я думаю... Он узнал о книге, которая называется «Важность ереси», что-то такое. Для глупых и неначитанных это может показаться как противостояние храму и открытое выступление в поддержку еретических помыслов. Как бы то ни было, текст всего лишь раскрывает дуализм святых и злых. Чтобы доказать мою правоту ординаторам, заполучи кое-что, пожалуйста, для меня. Есть книга, в общем, On the Importance of a Heresy. Важность ереси и On the Evils of Heresy. Зло ереси, что-то такое. Это эссе, дебатирующее точки, сделанные в противоположной книге. Сможешь ли ты сделать это для меня? Конечно, помогу, посмотрим. Приключения. Спасибо, Холмс. Я уверена, что ты понимаешь, что этот магазин закроется, если я не смогу очистить свое имя. Мы не должны позволить этому злостному, наверное, Хлаалу заместить меня. Походи, в общем, по храму, посмотри там в Альмастире, или даже лучше в книжном магазине в другом городе. Ага. Ну это имеется в виду, поищи книгу. Ты наверняка найдешь копию где-либо. Только поспеши, если возможно. Ладно, ну давай. Хорошо, квест я принял. Расскажи о себе. Меня зовут Тилрейси. Я продавец книг и свитков. Как и ты, я также чужестранка. Все-таки ты чужестранка, только Данмир. Ну, это, правда, не дает мне никаких преимуществ здесь. Вот, я постараюсь в диалоге сильно не залипать. Только что-то важное спрашивать у
потенциально важных NPC. Что с ней довольно много о чем можно поговорить. Она как ученая считается, потому что наверняка об этом во всем я уже спрашивал, но может она что-то... Может еще уникальное сказать про вот эти вот все пилигримажи каменных кровей, каменных святилищ. Какой-то грубый ритуал храма, который здесь происходит. Пилигримы проходят через весь город с острыми камнями в их ботинках. Многие сдаются после нескольких шагов. Вот как это выглядит. Я читала историю про храм кровавого камня в старой хронике данмирского фольклора. Так. Предположительно, святилище отмечает место, где святой Велот пересек реку Тир. Хорошо. В теории. Мне интересно, к какому дому она относится. Явно не к Хлалу. Наверное, в Кандарил, да? Раз она так плохо отзывается о своем сопернике. Термин Хлалу используя как нечто негативное, скорее. Ну, давай по стандарту слухи, совет, секрет. Это я уже слышал. Совет. Ты пришел в нужное место. Я попытаюсь улучшить понимание между местными и... я пытаюсь, да? Улучшить взаимопонимание между местными и чужестранцами. Так, как я могу. Хотя, боюсь, я не предлагаю простой путь. Для людей, как ты. Есть очевидные вещи, как уважение к местным и их традициям, конечно же. Но это самый минимум. Если ты хочешь настоящее уважение, тебе придется поработать для этого. Присоединение к храму будет длинным путем в Аль-Мастире. Но будь уверен, что... В общем, веди себя соответствующе, подобающе. Кто-то будет постоянно следить за тобой. Ничтожество. Читай книги, спрашивай советы. Будь внимательным и уважительным. Такой маленький секрет. Ну, давай про Аль-Мастир. Что ты можешь сказать? Я не имею привычку говорить плохо о храме, но кажется, что он более озадачен политикой в эти дни, чем помощью людям. Все больше и больше бедных отверженных, и все больше и больше они винят грязных чужестранцев за их проблемы. Это вроде я тоже слышал на самом деле. Может, ты знаешь, где Лариса Фаали, собственно, ради которой я сюда и пришел, по сути-то. Так, это, в принципе, я все знаю уже. Это тоже я слышал. Кто-то конкретный и места. Это я тоже все слышал. Гарнизон ординаторов, бла-бла-бла. 4 уровня. Ну и по идее с ней можно торговать. Да, я где-то скуму свою выложил в одном из магазинов. Но я думаю, пусть она пока там и полежит. Так, уроки века 11. Так, давайте-ка я тут сейчас посмотрю, что вообще, может, ей продать что-то можно или выкупить. Ну, вообще, да, у нее есть тут пару интересных книг. Я тут даже захотел приобрести парочку. У меня не очень, например,
Изучение гуаров, изучение дрелгов, гайд по нимфам. У меня не очень много времени остается на чтение именно книг, на создание вот этих небольших видео, да, с аудиокнижками. Но давненько их не было, надо, может, хотя бы один за эту сессию записи сделать. Вот, и мне захотелось начать, например, про Борензию читать. Тем более, что тут у нас есть еще реальная Борензия. Что еще интереснее. Вот у нее, кстати, не так уж много денег. Но я думаю, можно в ее пользу немного сторговаться. Вот, в общем, пару книжек. Что тут у нее еще интересного? Тут про карты есть. Вот история Моровинда Андатрен. То есть это уже там ребилтовская литература. Тоже все это интересно. Двемерские традиции захоронения. Но, как я и говорю, времени маловато на это все. Вот, пока как-то так. Пару свитков продал. Так, и... Ладно, здесь не буду задерживаться. А почему тебе не нравится, как я хожу, говорит? Возможно, ты идешь по стопам Святого Велота, но твои шаги нечисты или неправильны. Что ему не нравится? Храм. О, кстати, тут я, наверное, найду свою подругу. Так, а где мой щит? Мой щит на мне, хорошо. Все на месте. Мне нравятся моровинские традиции, постоянно у них кости какие-то. Земля, и на ней кости разбросаны. Ну, беспорядок же. И в священных-то местах. Ты в каналах храма. Как ему говорю? Так, первые шаги на пути Велота. Ну, путь Велота. Да, это место, где Велот пересек. Вел людей к спасению. Ты кто? Алхимик. А, кстати, алхимик. 35 монет всего. Тоже грустно. Даже не буду тут задерживаться. Давай по стандарту слухи, секреты, советы. Слухи текут из дома проблем чужестранец. Я не буду касаться их в Альмастире. Что за дом проблем? Патрули Альмастира. Никакая ересь не сбежит. Секретами не мудро распространяться. Ну, тут как-то отношение ко мне не очень по умолчанию. Так, сестра Лариса может быть обнаружена в монастыре Святого Велота. Это здесь? Хотя бы. Ну, наверное, здесь. Можно спросить про зло ереси. Ты ищешь книгу? Я думаю, что Андрил Силотти тебе сможет помочь. А где это? Кто? Вот, типичный Моровинд. Найди NPC в большом городе, зная только его имя. Да. Ладно. А что, кстати, пишут? Забавно, что члены храма знают про эту книгу вообще. У нас-то, как я понял, такие как раз противоположность той, за которую... А, вот он здесь стоит, этот дядя. Так, давай. Где там это? Давай вот это вот. Мастер, ординатор, никто не убегает. Стражи, секреты от врагов. Так, злобность ереси. Полагаю, у нас тут есть пара другая копий.
Это будет стоить 20 дрейков. Пожалуйста. Ну, вот книга. Надеюсь, что ты найдешь ее убедительной. Хорошо. Это оказалось легче, чем я думал. Так, и Флориса Фали. Монастырь. Тут, кстати, уникальный саундтрек, по-моему. А можно было своровать, вот она лежит. Черт. Кстати, он мне ее продал дешевле, чем она стоит фактически. За что ему спасибо, конечно же. Ну, так-то прочитать бы эти книги тоже, но это ж... Скорее всего, уникальные, опять же. Хотя она небольшая. Слушайте, мне так прям хочется ее зачитать. Может, возможно, даже перевести. Донаты сделаем. О, слушай, а тут много всякого можно получить. Благословение леди давай. Не знаю. А где у вас монастырь? А это вообще что? Где я нахожусь? Храм. Какой-то храм-то небольшой. Святые благословляют тебя, помочь. Квесты есть? Квестов нет, да? Окей. Так, это я уже видел, да, книгу? Так, теперь... Где этот магазин был? Вот он, да? А тут, кстати, нет случаем монастыря, не? Надо у кого-нибудь спросить, наверное, про монастырь. Так, сейчас вот мне интересно по поводу книг. Сейчас, секундочку. Прочел я эту о зле ереси, и мне теперь интересненько прочитать, собственно, важности ереси. Ты же не против? А, вот она у тебя тут, да? Давайте почитаем. И я упоролся, перевел обе книги на достойном, я считаю, уровне. И зачитал их. Вы можете найти ссылочки в подсказках на них. Вот. Интересные, получаются, дебаты о религии двух ученых. Такие заочные дебаты двух ученых храма. Вот, но я таки все-таки больше склоняюсь к мнению автора важности ереси. Ее доводы, мне кажется, более убедительными. И главным образом тот, что если у нас нет врага, то мы становимся слабее. Я уже как-то упоминал в нашем Discord-канале, кстати, ссылка на него в описании, если кто-то еще не там, что заметил параллель между Моровиндом и Дюной Фрэнка Герберта. И как раз на примере Дюны, начиная со второй книги, мы можем видеть прекрасный пример того, что случается, когда у определенной фракции пропадает враг, как она размягчается. Вот, я поэтому больше склоняюсь все-таки, да, к мнению этого автора о важности ереси. Дамы и господа, я бы хотел и ваше мнение тоже узнать по этому поводу. Что вы думаете, какой автор вам ближе к вашему мнению? Вот, ну, давайте продолжим квест. Тиллерси, я тебя пришел обрадовать. Ты нашел копию? О, это великолепно. Я поставлю ее на полку рядом с важностью ереси. Мне также следует покрыть твои расходы. Сколько эта книга тебе обошлась? Ну, сильно врать я не буду, 150 дрейков скажу. Ну, вот твоя оплата, спасибо, Холмс. Сильно я не нажился, конечно, но
Да, я тут вспомнил, что я забыл сохраниться, когда выходил из игры. Вот когда это все вот проделывал. И, собственно, нужно заново купить вот это вот. Где там оно? Реальная Борензия и в противовес биография Борензии. Кстати, тут у нее есть еще песня Пеленали. Это то, с чем мне хотелось бы тоже когда-нибудь ознакомиться. После того, как по совету одного из наших зрителей замечательных я наткнулся на канал All in All, в котором он в своей специфической манере передает с помощью анимации, собственно, лор Моровинда. Получается очень глубокое повествование, при этом очень лаконичное и своеобразное. Вот я тоже где-нибудь ссылочку оставлю в комментариях, скорее всего. Вот, но это когда-нибудь потом, пожалуй. Так, я какие-то свитки тебе продавал, помнится. Вот этот вот свиток Dispel. Почему? Потому что у меня есть вот этот куда мощнее, он еще и не касание, а удаленная цель. И что? Вот, вытянуть ловкость. И один раскрыватель замков, потому что мне и так любой замок не помеха уже. Так, уроки Вивека я, наверное, на потом отложу. Тоже хотел зачитать вот этот Псалм 1. Но пока что литературы на эту игровую сессию хватит с меня. Так, хорошо, помог. Чужестранки. Впервые, кстати, видел Данмира чужестранцы. Посмотрим, что тут еще есть. Значит, на повестке дня... В канализации в самое я пока не хочу лезть. Пока. Возможно, это вообще... Ну, хотя, как правило, в таких играх самое интересное как раз-таки происходит в самых грязных местах, да? А на повестке дня найти храм. Храм. Монастырь. И да, это уникальные реплики. Я специально... Ну, не специально, а так как-то получилось, что... Гробницы. Загуглил фразы ординаторов. Это нестандартная фраза. То есть 2 фразы добавлены разрабами. Temrel Rebuild, да, похоже. И я хожу кругами. Вот, я сюда хотел. Что тут? Угловой клуб жаждущего святоши. Вот что. Может, тут что расскажут интересного? Выглядит уютненько. Ну да, знаете, как типичный... Ох, божечки. Типичный вивекский трактир. Ох, я, знаете, чувствую себя тут... Знаете, как мем, где сидит девушка и ее окружают там 5 афроамериканцев, что ли, что-то такое. Только тут у меня данмеры. Да. Что ты хочешь? Кровати теплые, кружечку суджамы, может быть? Ну, по крайней мере, трактирщик приветливый. Так, расскажи о себе. Я Яму Хайнадон. Нетипичное имя для оседлого Данмира, да, я знаю. Но я не возражаю рассказать мой рассказ, мою историю. Она ни для кого не секрет. Я был рожден как ашлендер, да, но я покинул дом много времени назад. Я бродил долгое время и осел в Вальмастире. Я не уверен, что я могу все еще считать себя одним из них, ашлендеров, имеет в виду. Ну, окей, ашлендер, значит, трактирщик. Уникальненько. Ну, если у нас трактирщик каких-то слухов уникальных нам не предоставляет, то я думаю, никто другой здесь. Что-то он тут, кстати, говорит интересное. Времена сложные, это я слышал. Так, большинство людей здесь не любят чужестранцев. Что же касается меня, я повидал достаточно вашего брата в моих путешествиях по Западу. Кто-то был плохим, кто-то был хорошим. Все мы люди, в конце концов. Ну, да.
Кстати, тут важно разделять понятия люди и меры, но здесь, по крайней мере, в англоязычной версии это будет man and mare. То есть people — это, скорее всего, народ, больше в понятие народ. То есть народ — это большее множество, которое включает в себя множество меров и множество людей. Как-то так. Так, путешествие на востоке. Да, я провел несколько лет в Сиродиле. Ты смотри какой. Плавал по Нибину. Путешествовал по высокогорьям Коловии. И пялился на Белую башню ее собственной персоной. Это не так уж плохо. Не такое уж плохое место, как многие данмиры его считают. Эти небинейцы даже чтят традиции в их религиозных культах, традиции предков. Прям как мы, данмиры. Ну, увидите, данмиры, все же мы народы, в конце концов. Ну, квестов он нам не предоставляет, но хоть интересную историю рассказал. Да, кстати, я давно не ел ничего. Что у тебя тут есть? Желешка из скриба. Надо что-нибудь белковое. Вот мясо. Нет, давай крабовое мясо. Вкуснее. По-любому вкуснее, чем мясо. Никс гончий, да? Вот, закусим ее соленым рисом идеально. И краюху хлеба давай. Что ты говорил, суджамы, да? Давай, конечно. У него, кстати, 525 денег. Он богаче, чем всякие там эти продавцы книг. Свитки ты не берешь? Нет, жаль. Что-нибудь продать ему туда надо. Ну, блин, это ж все ценные минералы и ингредиенты у меня тут. Камни я боюсь продавать, потому что некоторые из них квестовые. Что мне нечего ему продать-то даже. Вот досада. Ну ладно. На Септим сторговался. И то в путь. Окей, прокачиваем алхимию. Где? Поди найди это еще в инвентаре в своем. И суджамой все это запить. Ох, и как хорошо пошла. Так. Так, нет, сюда мне не надо. Сколько, кстати, времени? 9 вечера. Ну, кстати, можно и снять кровать здесь. Что? Какой интересный персонаж. Альмастир, антирин, ну это все понятно. Ты кто такой вообще? Рога. Бандит. Грабитель. Рога, на самом деле, она и есть Рога. Я смотрел историю серии Diablo Stop Game. То, что по-русски Рог, оно как-то не имеет аналога особого. Так, ладно, все, это ничего не скажет. Давай кровать. Так, кровать твоя, дверь налево в конце коридора. Если что-то понадобится, крикни меня. Замечательно. До утреца как раз тут. Тут даже вон есть какие-то Cancellation of Prayer, что-то там молитвы. Очень религиозная такая, получается, так сказать, серия с религиозными мотивами. Так, и что? Давай, 9 часов до 6 утра, которая она встает, тому Альмсиви подает. Ну и пойдем дальше, что тут у нас. Спасибо за гостеприимство. Оказалось куда лучше, чем я ожидал, увидев тут кучу данмеров. О, смотри, что тут. Рабы! Даже высокие эльфы среди них опять. Подожди, это что?
Раб Данмер? А может это не рабы? Какой нонсенс. Добро пожаловать в мою стойню, я не знаю, чужестранец. К сожалению, эти рабы не для продажи. Они были предназначены в доставку аристократу дома Индарил, но, кажется, один из них шпион под прикрытием, если верить моему информатору. Интересно. По-любому это Данмер. Мой информатор узнал это от пьяного Хлаалу в Нарсисе, что в поставку рабов втесался шпион дома Хлаалу. Я не могу позволить продать какого-то раба, который может оказаться шпионом дому Индарил. Я потеряю голову за этот заговор, если его обнаружат. Ну, в прямом смысле потеряю голову. Я буду присматривать за этими рабами, но, возможно, чужестранец вроде тебя сможет разговорить их. Ты не мог бы расследовать, кто из них раб? Ой, кто из них шпион? Да, интересно. Спасибо, чужестранец. Если найдешь, что один из рабов действительно шпион, дай мне знать. Я представлю награду, когда ты это сделаешь. Рабы вот прям рядом с нами. Вот ключ, и ты сможешь попасть туда. Тем временем я прогуляюсь. Их языки должны быть... Ну, у них, наверное, развяжутся языки, когда я скроюсь. Интересно, давай, ладно. А ты кто вообще такой? Торговец рабами. Я горжусь своей работой. Говорит, молодец, жизнь удалась у парня. Ну и ничего интересного больше он не говорит. Ладно, давай, иди гуляй, Вася. Отлично. Все, вы свободны, бегите, глупцы. Ну, наверное, шпионом окажется кто-то из них. Самый... Ну, ты, конечно, самый интересный, как это сказать, персонаж, экземпляр. Клянусь тебе, аргонянин, я не шпион под прикрытием. Я только недавно стала рабыней, аргонянин. Я задолжала плохим людям на арене в Вивеке и была продана напрямую Давору. А мои записи о переводах должны это показать. Спроси Давора самого. У дома Хлала бы не нашлось времени нанять шпиона. Записи транзакций. Это запись всех прошлых транзакций по продаже рабов, ранжирующиеся от местных, от локаций и цен до заметок по поводу умений рабов и записей услужений, не знаю. Это может повлиять на все, на их рынке, на их рыночную цену и на их обращение с конкретными личностями и ролями, которые они собираются исполнять. Ладно, иди. Ты должен найти ключ. Ладно. Можно спросить про Салцхейм. Ты что-нибудь знаешь? Какой-то остров на север от Бан-Малура. Где-то... Так, да. Забавно, что про Салцхейм можно говорить со всеми. Ну, давайте по порядку, ладно. Я не шпион, просто раб, аргонянин. Я была верной священницей Ксарксиса в Элиноре, в городе на островах Сомерсет, прежде чем стать рабом, аргонянин.
Несмотря на мое заключение, я бы никогда по своей воле не стал сотрудничать с любыми данмерскими еретиками. Все проересь да проересь в этой серии, да? Бессмертный присматривает за мной, Холмс. Ну, я не в курсе про религии высших эльфов. Ты шпион? Пожалуйста, Муцера, я не шпион. Я происхожу из длинного рода рабов Муцера. Члены моей семьи служили домашними рабами и домохозяйками, видимо, для средней руки аристократии уже в течение поколений. И я родился и рос для одной только этой цели. У меня нет интереса служить шпионом, кому бы то ни было, кроме лорда, которому я назначен. И только если он мне прикажет сделать так. Спроси Давора, чтобы он проверил мой... Чё? Вот мне теперь стало интересно, как переводится педигри. Ща, подожди. Я знаю, что есть такой собачий корм. Но вот это что он мне говорит? Это что-то родословное в моей зверской родословной. Ну, зверской. Ну, вы поняли, да? Это как вот породистый пес. Также у нас породистый аргонянин. Ну, ты вообще, конечно, позор нашей расы. Зверская родословная доказывает наследие мультипоколенного зверского раба. О, боже. Она может служить как для доказательства легитимности рабской тренировки и наследия. Слушай, какой прям потомственный раб. И чтобы прокачать ценность рабов от... Ну, короче, понятно. Ты что ли шпион? Ну, ты, конечно, будешь отрицать. Слушай, интересно. Я отказываюсь сотрудничать в этом расследовании, аргонянин. Бей меня, если хочешь, но никто из нас тут не шпион. Слышь, ты чё, кот? Альтмирон и в заточении остается Альтмирон. Рассуждает о магии. А куда этот дядя-то ушел? Он вернется, нет? Рабы же сбегут к чертям все. Ну, я как бы и не против, но это уж совсем будет откровенное какое-то саботаж. Что, он реально не собирается возвращаться, что ли? Бредятина. А, вот он тут неподалеку. Я, если что, смотрю. Ну что, ты разузнал, кто там из них шпион? Или, может быть, их два? Не, я еще не понял. Продолжай расследование и посмотрим, можешь ли ты выяснить. Если там, конечно, есть шпионы среди. Ну и да, можно про каждого, видимо, поговорить. Породистость? Да. Если порассуждать об этом, Джавир происходит из длинной линии натренированных домашних рабов. Да, у меня есть его родословная. Это может быть алиби, но... Семья известна мне, и родословная
выглядит легитимной. Джарджажит. Жарджажит. Жарджажит. У него нет родословной. Он не происходит из семьи рабов. Так. Ладно, давай дальше. Про Ларису, кстати, не видал. Ладно. Священница Ксарксиса. Не будет сотрудничать с данмирскими еретиками? Ну, в таком случае, Холмс, скажи мне, почему она пыталась соблазнить меня прошлой ночью? Я думаю, она может тебе врать. Ну-ка, расскажи поподробнее. Да, Рулена пыталась это, видимо, пропозишн в данном контексте расположить к себе. Не думал, что такое может случиться. Это необычно для раба попытаться... это... не, это не имеет ничего такого необычного в себе. Это не необычно для раба попытаться таким образом расположить к себе ради лучшего обращения. Ну, я, конечно, ей дал отворот-поворот. Никогда не зарься на свой собственный товар, Холмс. Любое вмешательство может привести к колебанию при продаже, в общем, нерешительности. Это то, что хороший бизнес-мэр никогда не хочет. Вот видите, бизнес-мэр вместо бизнесмен. Man and mare. Люди и меры. Ладно, давай дальше. Записи о переводе, да. У меня есть запись по поводу всех четверых. Если смотреть на Лейнасу, это правда, что она была продана мне напрямую от коллектора, который сделал ее рабыней. Я полагаю, что она не могла быть рекрутирована агентом Хлаалу, когда я купила. Не могла, в общем. Один из рабов отказывается сотрудничать. Скажи им, что любой раб, заподозренный в бытии шпионом под прикрытием, будет продан индарильцам для дальнейших допросов. Это должно замотивировать их на лучшее сотрудничество. Окей. Пошли дальше беседовать. Никто еще не сбежал. Давай с тебя начнем. Давай, соблазнение. Понижает голос. Да, Холмс, я соврала. Я не священница Ксарксиса. Я никогда не была на островах Сомерсет. Меня наняли как шпионку агенты дома Хлаалу. Я клянусь тебе, если ты не донесешь на меня, я не доставлю никаких проблем. С тех пор, как я размещена в доме Индарил, я буду в безопасности от моих поручителей Хлаалу в любом случае. С чего бы мне рисковать и давать им информацию, когда дом Индарил замучает меня, если они это узнают? Или, может, ты сможешь освободить меня? Я никогда не потревожу никого снова, обещаю. Вот такой вот поворот событий, значит.
Я тебя не сдам, я тебя освобожу. Конечно, я тебя освобожу. Чтобы освободиться, мне нужна отмычка. Я сниму браслеты и улизну, когда Давор не будет смотреть. И ты никогда меня не увидишь, обещаю. У тебя есть отмычка? Да, есть. Спасибо, Холмс. Обещаю. Ты не пожалеешь об этом. Ну, не знаю. Как бы не пожалею, ты не пожалею. Ну, ты, наверное, к тому, что у меня не будет никаких последствий, да? Слышь, тебя замучают индорильцы. Что такое пес? Так, я отказываюсь. Если ты не будешь сотрудничать, Давор продаст тебя дому индорил для дальнейших расспросов. Спрашивай, аргонянин. У меня нет настроения для ординаторов сегодня. Прежде чем я был рабом, меня научили драться на улицах Крагенмара. Я попытался проникнуть в Сиродил, чтобы драться на великих аренах. Кстати, там в Сиродиле по лору 2 арены. Одна в имперском городе, другая в Кватче. Но Квач, как мы знаем, не сделал этого. Но я потерпел неудачу, и ловцы котов привезли меня в Моровинд. Да, я пытался проникнуть в Сиродил. Там много великих арен. Я думал, что я смогу показать себя на них. Я был неправ. Ах, бедняга. Вообще бедняги. Знаете, у меня такое ощущение, что если я их освобожу, вот этот вот парень скажет: не, нафиг, останется. Ну, его право. Вот ты встал прямо в проходе, твой координатор типичный. Ты... Так, а квест по-любому считается... Так, подожди, а если еще раз поговорить про... Тут ничего. Прокрасться в Сиродил. Он сказал, что его поймали во время попытки пересечь границу. Ну, записи говорят, что его поймали в Андетрене. Возможно, тебе стоит проспрашивать его еще. Это все выглядит подозрительным. Ой, да капец. Ключа у него нет, но золотишко. Слышь? Дверь была открыта, конечно, никто не... Ну хорошо, ты раскусил меня, аргонянин. Я соврал, я шпион Хлаалу. Меня поместили в рынок рабов Давора и Индри. Если ты меня не сдашь, мой поручитель наградит тебя. Или, если ты освободишь меня, я восполню, в общем, все твои расходы. За то, что... Плачу за то, что ты сделал. Через 3 дня. Ну-ка, по рукам. Давай, пошел. Отмычку. Блин, мисклик. Держи. Что пошли эти данмиры со своим рабством. Вон, до чего довели моих соотечественников. Ну ничего, хист на них скоро придет. Все, короче, нет там у тебя шпиона.
Подожди, что-то тут не так. Что-то тут все равно не так. Так. С ним у меня реплик нет новых, то есть... Похоже, тут нельзя закончить с ним. Этот квест на диалоге с ним закончить нельзя. Но тем более, раз они там мне обещают награды какие-то, этот квест еще провисит какое-то время, по крайней мере. Но с ним как бы тоже у меня логического завершения какого-то нет. Это меня смущает. Сейчас еще раз. Соблазня... Нет, спасибо. Надо же, сколько тут среди рабов шпионов. Ты только посмотри на это. А? Yes, Outlander? Иди. You have my attention. Вот, кстати, тоже как будто бы не против того, чтобы сбежать, да? Так, ладно, все, черт с вами. С рабами, все, короче, убегайте там, когда посчитаете удобным. А вы, дамы и господа, лайкайте, подписывайтесь, стучите в колокольчик. Это меня поддержит, конечно же, буду рад, признателен. Давайте закругляться на этом. Довольно забавная серия получилась. Познавательная и забавная. Вот, с вами был Сэр Холмс, Tomb Raider Rebuild, Morrowind. Всем пока-пока.